Рассказы у камина. Жуткий голос в заброшенной деревне. Этот таинственный голос я услышал в избе заброшенной деревни. Голос приказа или голос просьбы. Сейчас это трудно понять. Ранним утром мы с товарищами выехали на рыбалку. Наша машина бодро ехала по трассе за городом. Через 80 километров мы свернули с трассы на проселок. Дорога была вся в ухабах, и мы ехали медленно, любуясь лесным массивом и яркой зеленью лета. До озера оставалось километров 30. В машине нас было трое. Я вел автомобиль, а Сергей и Андрей, раскрыв окна, наслаждались природой. Неожиданно машину повело в сторону, и я остановился на обочине. Так и есть, прокол. Надо менять переднее колесо. Мои товарищи выскочили из машины, и мы дружно поставили запаску. Я сел за руль и повернул ключ зажигания. Стартер сделал попытку крутнуть двигатель и неожиданно затих. Аккумулятор был новый и до этого работал прекрасно, а сейчас, по непонятной причине, он оказался полностью разряжен. Мы посмотрели на дорогу. Толкать по таким ухабам нереально. Нужен ли другой аккумулятор или буксир? Друзья посмотрели карту местности, до трассы было километров 10, а до ближайшей деревни за лесом километра 1,5. «Пойдем в деревню», — сказал Серега. «Найдем машину или трактор. Прикурим или заведем с толкача». По тропинке мы направились в деревню. Пройдя небольшой лесок, справа от нас мы увидели старое кладбище. А в метрах в 300 виднелись крыши домов. Через некоторое время мы подошли к деревне. На окраине стояли заброшенные хижины, а дальше была явно жилая деревня. Я подошел к одному из домов. У перекошенной хижины дверь была открыта. «Спрошу здесь, дом открыт», — сказал я и зашагал к дому. «Да там нет никого», — возразил Андрей. «Мы пошли дальше узнаем. Может, тракториста найдем. Встретимся у этого дома». И они зашагали вглубь деревни. Непонятно почему, но мне захотелось войти в дом. Я прошел мимо калитки и зашел в избушку. Миновав сени, я оказался в небольшой комнате. Из-за запыленных окон был полумрак. Я огляделся. Слева от меня была печка. Недалеко у стены стоял стол. На стенах висели несколько фотографий в рамках. Справа у окна стоял изломанный диван. Как и предполагалось, жителей в этом доме давно не было. Неожиданно я услышал шорох. Странно. Я повернулся к печке и пошел на звук. Шорох прекратился. Передо мной стоял стол, весь покрытый пылью, а на столе лежали две искусственные гвоздики, тоже покрытые толстым слоем пыли. «Унеси их на кладбище!» — услышал я голос. Голос прозвучал как-то хрипло и странно, словно у меня в голове, а не внешним источником звука. Я поднял взгляд от стола на стену и увидел фотографию в рамке. На фото была изображена молодая девушка, лет 20. Мистика какая-то, подумал я и вышел из избы. Я постоял на улице, дождался своих друзей, и мы пошли обратно к машине. «Договорился с женой тракториста», — сказал Сергей. «К 12 часам он придет обедать, жена ему передаст нашу просьбу, и он подъедет к нам. Придется подождать. У машины мы немного перекусили, и я взглянул на часы. Было 10. Ждать оставалось еще 2 часа. У меня не выходила из головы фраза «Унеси их на кладбище». Я сказал, что пойду в деревню и к 12 вернусь. По дороге в деревню я уже внимательнее осмотрел кладбище. Оно было небольшое. В начале старые могилы, а вдали более поздние. И вот я снова зашел в дом. Подошел к столу. Сомнений у меня уже не было. И я взял 2 цветка со стола и снова посмотрел на улыбающееся фото девушки. Запомнил лицо, развернулся и вышел во двор. На кладбище была одна аллея. Я медленно шел по ней и вглядывался в таблички и изображения на могилах. На многих памятниках не было фотографий или они были плохо различимы. Уже в конце аллеи я увидел знакомое лицо. Там была изображена та девушка с фотографией в заброшенном доме. По дате смерти я определил, она действительно умерла в 20 лет. Не без волнения я положил цветы на могилу и зашагал назад к машине. Вернувшись, я сел за руль и включил зажигание. Двигатель сразу завелся.
Я посигналил, и вся наша компания собралась у машины. Наверное, аккумулятор постоял и набрал емкость, сказал Сергей. Надо заехать к жене тракториста и отменить встречу. В доме у тракториста я спросил у его жены. Вы не знаете, на кладбище есть могила молодой девушки. Кто она? Да, была такая, ответила женщина. Только за день до свадьбы она погибла. Ее жених, не дождавшись 40 дней, уехал и на кладбище не зашел. Не попрощался. На горизонте приближалось озеро. Кузнечики за окном исполняли стрекочущий концерт. А я ехал и думал. Наверное, это было ее последнее желание.